Глава 821. Останки древнего культиватора. Из отрубленных частей тела жабы внезапно вышли два облака света, постепенно сливаясь воедино. Ее тело бессмертно. Неужели огненная жаба действительно обладает такой способностью? Тревожно закричал маркиз Нанлун. Лу Вэйн выглядел таким же шокированным. Бессмертно. В этом мире нет ничего действительно бессмертного. У нее просто жизненная сила мощнее, чем у обычных демонических зверей. Прочитав много записей, Хань Ли знал, что такое бессмертное тело. Отрубив жабе конечность, Хань Ли заметил, что в этом было нечто странное, и почувствовал что-то не так. Поэтому он крикнул маркизу Нанлуну, чтобы тот не убирал барьер, лишив жабу возможности восстановиться и сбежать. В этот момент Хань Ли холодно улыбнулся и снова указал на голову жабы. В следующее мгновение огромный меч разделился на две части и ударил по каждой из частей тела жабы. Во вспышке синего света раздались два удара. Голова и тело огненной жабы мгновенно покрылись слоем льда, плотно запечатав внутри красный огонь ее тела. В следующее мгновение летающий меч разрубил все, что осталось от жабы, кроме алой сферы, которая была демоническим ядро древней огненной жабы. Маркиз Нанлун и Лу Вэйн при виде демонического ядра почувствовали легкое искушение. В конце концов, это было демоническое ядро древнего зверя с бессмертным телом. Вероятно, оно обладало какими-то невероятными способностями. Но, вспомнив о способностях, которые Хань Ли ранее демонстрировал, а также о его великой репутации, искушение перед демоническим ядром отступило. В конце концов, они оба прекрасно понимали, что с теми способностями, которые продемонстрировал Хань Ли, их шансы на победу над ним будут лишь подбрасыванием монетки. Кроме того, не стоило становиться врагами из-за ядра неизвестного древнего зверя. В долине падения демонов было множество возможностей получить сокровища. Хотя Хань Ли не обладал техникой для чтения мыслей, он мог догадаться, о чем думали те двое. В недавнем сражении с огненной жабой ни один из них не проявил всю свою мощь, будто в убийстве зверя они полагались только на Хань Ли. Хань Ли внешне оставался спокойным, но, по правде говоря, он стал еще более осторожным в отношении этих двух культиваторов на тот случай, если их одолела жадность. Теперь при виде того, что они обрели спокойствие после кратковременного изменения выражения лица, Хань Ли почувствовал облегчение. Хотя он не боялся боя, было бы лучше вообще избегать любых рисков. Хань Ли махнул рукой в сторону ледяного барьера и призвал демоническое ядро в свою ладонь. Два огромных меча внезапно зазвенели и рассыпались на несколько десятков маленьких мечей, а затем исчезли в его рукаве. Опустив голову, Хань Ли взглянул на огненно-красное демоническое ядро и глубоко вздохнул. Он, наконец, выполнил одну из своих целей в долине падения демонов. Маркиз Нанлун улыбнулся и сказал: «Очень повезло, что с нами был брат Хань, который смог убить древнюю огненную жабу. Давайте переместимся в ее гнездо и посмотрим, что там». Думаю, брат Хань также заинтересован взглянуть на сокровища. Конечно, Хань Ли убрал демоническое ядро и кивнул. Лу Вэйн был счастлив услышать это, и вскоре все трое вошли в горную пещеру, убрав ограничительное заклинание. По правде говоря, Хань Ли действительно думал о том, чтобы тайно выпустить Серебряную Луну, чтобы она первой могла захватить сокровища в пещере. Но, учитывая, что двое других культиваторов были чрезвычайно хитры, они уделяли Хань Ли особое внимание и обладали более глубоким уровнем культивации, чем он, они могли заметить, что он выпустил Серебряную Луну. Стоит сказать, что в останках культиватора было нечто странное. Поскольку Хань Ли почувствовал, что с этим что-то не так, он решил оставить это дело. Трое в виде световых полосок ворвались в пещеру. Маркиз Нанлун и Лу Вэйн были удивлены, увидев лаву, но проигнорировали ее, оглянувшись вокруг, и с восторгом увидели каменную платформу, на которой лежали останки древнего культиватора. Восторг быстро исчез с лица маркиза Нанлуна, и он холодно сказал: «Похоже, это те останки, о которых упоминал мастер Цань Кун. Давайте подойдем туда вместе». Хан Ли и Лу Вэйн не возражали и сразу же двинулись к останкам. Зависнув в 10 метрах от каменной платформы, Хан Ли наблюдал за остатками с нетерпеливым выражением на лице. Двое других также были нетерпеливы, но проявляли сдержанность, поскольку сразу же высвободили свое духовное чутье в поисках сокровищ. Хань Ли загадочно улыбнулся при виде этого, но ничего не сказал. Хотя он уже обнаружил нечто странное в древних останках, он решил, что им лучше проверить самим. Как только они погрузили скелет в духовное чутье, из его одежды вырвался зеленый свет. В результате их духовное чутье было отражено, прежде чем они смогли увидеть что-либо. С удивленным выражением лица Лун Вэйн пробормотал: «Ох, с этой одеждой что-то странное». Маркиз Нанлун объяснил со спокойным выражением на лице: это всего лишь мантия из шелка зеленого шелкопряда. Древние культиваторы изготавливали свою одежду из этого материала, чтобы другие культиваторы не могли проверять их духовным чутьем.
Хотя в наше время это редкость, в древности это было обычным делом. Сказав это, он взмахнул рукой и приманил к себе зеленую мантию. В результате на талии скелета была обнаружена маленькая черная сумка. Как и ожидалось, это сумка для хранения. Радостно воскликнул Лу Вэйн. Маркиз Нанлун также почувствовал волнение и откинул зеленую мантию в сторону, взглянув на черную сумку для хранения. Как только лазурная мантия упала на землю, выражение лица Хань Ли изменилось. По мере того, как атмосфера становилась все более напряженной, маркиз Нанлун улыбнулся и сказал: «Если вы двое не против, если я первым осмотрю сумку?» «Конечно, брат Нанлун», — с улыбкой на лице сказал Хань Ли, взглянув на сумку для хранения. Лу Вейн же немного помедлил, но кивнул в знак согласия. Затем маркиз Нанлун шагнул вперед и осторожно взял сумку для хранения в руку. Он осмотрел ее своим духовным чутьем и вдруг изменился в лице. Лу Вэйн при виде этого невольно спросил: «Брат Нанлун, что внутри? Можно нам тоже взглянуть?» Маркиз Нанлун кивнул и перевернул сумку для хранения, мгновенно вылив ее содержимое во вспышки белого света. В результате на полу оказалась куча предметов. «Что это такое?» — тревожно крикнул Лу Вэйн. Большинство предметов, которые появились, были кусками раскаленного алого металла. Было также несколько интересных предметов: белая нефритовая коробка, маленькое фиолетовое зеркало, маленький желтый меч, набор зеленых летающих игл и 2 черные бутылки с лекарственными таблетками. Хань Ли прищурился при виде этого, и выражение его лица дрогнуло. Исключая нефритовую коробку и бутылки с таблетками, остальные предметы, несомненно, были редкими древними сокровищами. Однако Хань Ли особенно интересовали нефритовая коробка и бутылки с таблетками, поскольку они были сделаны из материала, который мешал ему взглянуть на содержимое духовным чутьем. Хань Ли нахмурился и сказал: «Я никогда не видел эти материалы раньше, но они, кажется, только наполовину закончены». Маркиз Нанлун задумался: «Наполовину?» «Кажется, так и есть. Если я правильно угадал, эти куски металла должны быть легендарными духовными рудами, необычными материалами, которые древние культиваторы использовали для закаливания древних сокровищ. Говорят, что метод их закаливания был довольно своеобразен, и для создания требовалось большое количество редких материалов и духовной энергии. Этот древний культиватор, должно быть, хотел создать особенно грозное сокровище огненного элемента, раз у нек так много этой руды. Духовная руда. Услышав это название, Хань Ли сразу же вспомнил древние записи. Немного подумав, он вспомнил, что это был материал, используемый для закаливания редких древних сокровищ, как и сказал маркиз Нанлун. Когда Лу Вэйн услышал это, на его лице появилось волнение. Затем он повернулся и взглянул на остальные сокровища и, в конце концов, уставился на нефритовую коробку и бутылку с таблетками. В этот момент маркиз Нанлун поднял руку и бросил сумку для хранения Хань Ли. Хань Ли неосознанно поймал ее и на мгновение удивился, прежде чем понял, что хотел маркиз Нанлун. Он обыскал сумку, а затем передал ее Лу Виину. Лу Вэйн тоже осмотрел сумку и кивнул, подтвердив, что проблем нет. «Давайте разделим эти сокровища. Как насчет того, чтобы каждый выберет по 2 предмета?» Маркиз Нанлун проговорил об этом важном вопросе с серьезным выражением на лице. Глава 822. Веер 7 огней. Взгляд Хань Ли дрогнул. Увидев выражение лица Лу Вэйн, он спросил: «Может, у брата Лу есть другой способ разделить сокровища?» Если бы нефритовая коробка и флаконы с лекарствами были также древними сокровищами, проблем бы не было, поскольку у каждого из нас было по 2 предмета. Но мы до сих пор не знаем, что находится внутри нефритовой коробки или бутылок с таблетками. Естественно, мы должны сначала заглянуть внутрь и оценить их. Маркиз Нанлун прервал его и сказал то, что звучало довольно справедливо. Лу Вэйн нахмурился, услышав это, но вскоре кивнул и сказал: «Я также нахожу эти условия приемлемыми». «Что скажешь, брат Хань?» «У меня нет возражений, давайте проверим», — не задумываясь, ответил Хань Ли. Брат Хань говорит очень откровенно. «Я посмотрю, что находится внутри». Маркиз Нанлун, вполне удовлетворенный ответом Хань Ли, взмахнул рукой и приманил к себе белую коробку, а другой рукой попытался открыть ее. В тот момент, когда коробка должна была открыться, из нее вырвался белый свет и оттолкнул руку маркиза Нанлуна. Ох! На коробке ограничительное заклинание. Немного пробормотав, на его ладони вспыхнул золотой свет, и он снова схватил коробку. Белый свет снова заблокировал его и переплелся со светом от руки маркиза Нанлуна, но через мгновение золотому свету удалось силой открыть коробку. Хань Ли на мгновение был ослеплен, а затем увидел тонкую, желтую нефритовую пластинку в коробке. У Лу Вэйн было странное выражение лица, и маркиз Нанлун также немного колебался, а затем поднял пластинку и прижал к колбу.
Пролистав содержимое нефритовой пластинки, он изменился в лице. «Господа, взгляните на это». Чтобы предотвратить подозрения других к нему, маркиз Нанлун быстро передал пластинку Хань Ли. Хань Ли поймал нефритовую пластинку и прижал ее к колбу. Мгновение спустя на его лице появилось хмурое выражение, и он передал ее Лу Виину, который также быстро прочитал ее. Прежде чем Лу Вейн закончил читать, он пробормотал «Веер семи огней». Я никогда не слышал об этом древнем сокровище. Насколько оно мощное? Маркиз Нанлун подумал и сказал, я не уверен, но, учитывая сложную технику закаливания, указанную в нефритовой пластинке, и тот факт, что он требует большого количества духовной руды, он должен быть весьма грозным. Лу Вейн покачал головой и вернул нефритовую пластинку маркизу Нанлуну. Даже если он мощный, он бесполезен. Несмотря на то, что в пластинке подробно описана техника закаливания, для него требуется более 81 огненного элемента, а также столько же дополнительных материалов. Среди них есть предметы, которых давно нет в нашем мире. Нефритовая пластинка теперь не имеет большого значения и может использоваться только для исследований. Маркиз Нанлун улыбнулся и небрежно сунул нефритовую пластинку обратно в коробку. Так же, как Хань Ли счёл нефритовую пластинку бесполезной, но внезапно он услышал восхитительный голос Серебряной Луны в своей голове. «Веер семи огней?» «Мастер, эта нефритовая пластинка действительно содержит технику для его создания». Лицо Хань Ли дрогнуло, и он ответил, «Верно. Ты что-то знаешь о нем». Голос Серебряной Луны звучал взволнованно. «Мастер, если я правильно помню, веер семи огней — божественное духовное сокровище, но его рейтинг среди других божественных сокровищ довольно низкий». Божественное духовное сокровище. Удивился про себя Хань Ли, услышав это. Прежде чем Хань Ли смог продолжить, монарх расщепления души также с волнением сказал, «Что? Божественное духовное сокровище. Ты должен заполучить нефритовую пластинку во что бы то ни стало. В прошлом я хотел исследовать божественное духовное сокровище, но техники их создания сложно найти». Тон Серебряной Луны стал резким, и она холодно сказала, «Старик, что ты себе позволяешь? Хватит трепать языком». Монарх расщепления души усмехнулся и небрежно сказал, «Демоническая лиса, ты до сих пор обижена на меня. Я всего лишь хотел немного изучить тебя, потому что никогда не слышал о духовном инструменте с таким интеллектом. Твой мастер до сих пор не сделал этого». «Ты», — Хань Ли холодно сказал, «хватит, Серебряная Луна. Все в прошлом, просто забудь об этом». Тем не менее, это удивительно, что старший знает о божественных духовных сокровищах. Однако сейчас не время говорить об этом подробно, так что отложим это на потом. Хань Ли повернулся к нефритовой коробке и посмотрел на то, как маркиз Нанлун открыл обе черные бутылки с таблетками. Серебряная Луна тактично отбросила этот вопрос. Хотя она все еще чувствовала обиду на монарха расщепления души, она была под контролем Хань Ли. Пары простых слов было достаточно, чтобы приказать ей молчать. Когда маркиз Нанлун открыл черную бутылочку, Хань Ли почувствовал, как его разум затуманился от чарующего запаха. Маркиз Нанлун достал из бутылки блестящую нефритово-зеленую таблетку и положил ее на ладонь, а затем сказал, «Это необычная древняя лекарственная таблетка. Хотя я не уверен, что это такое, она не должна быть чем-то вредным. Я должен идентифицировать ее по записям». Лу Вейн медленно посмотрел, сколько таблеток в бутылке. Маркиз Нанлун встретился взглядами с Хань Ли и Лу Виином и показал им пустую бутылочку. Всего одна, но она кажется невероятно ценной. «Давайте посмотрим другую бутылочку», — нетерпеливо сказал Лу Вейн. Маркиз Нанлун кивнул и вернул таблетку в бутылку, а затем открыл другую, в которой была точно такая же таблетка. В результате маркиз и старик переглянулись между собой с опаской. Хань Ли улыбнулся и спокойно спросил, «Кажется, удача на нашей стороне. 3 древних сокровища, 2 неизвестные таблетки и техника создания древнего сокровища. Что скажете, как мы должны разделить это?» Маркиз Нанлун посмотрел на 2 бутылки с лекарственными таблетками в своей руке и спокойно сказал, «Хотя мы не знаем, что это за таблетки, брат Хань должен знать, что мы вошли в долину ради поиска духовных лекарственных таблеток. Брат Лу и я планируем разделить их с собой как часть сокровища. В этом случае ты, брат Хань, можешь первым выбрать другие древние сокровища. Мы надеемся, что ты не возражаешь». Услышав это, Хань Ли нахмурился и взглянул на несколько сокровищ на земле. Почесав подбородок, Хань Ли покачал головой. «Вы, господа, сами знаете ценность этих древних таблеток, так что я не лгать, я бы и сам предпочел взять одну из них, чтобы улучшить уровень своей культивации, чем брать какое-то древнее сокровище». Услышав слова Хань Ли, выражения на лицах стали напряженными. Однако маркиз Нанлун заставил себя улыбнуться и сказал, «Брат Хань еще молод, тебе незачем спорить с нами, чьи жизни подходят к концу из-за этих таблеток.
Ты за такой короткий промежуток времени смог войти в раннюю стадию зарождающейся души, так что тебе должно быть довольно легко достичь самых высот культивации. Хань Ли спокойно сказал: «Мой возраст и желание получить лекарство — это два разных вопроса. Поскольку передо мной такая возможность, вполне естественно, что я бы хотел использовать ее. Тем не менее, я готов отказаться от всех других сокровищ ради этих двух таблеток. У меня нет недостатка в обычных древних сокровищах». Лу Вэйн занервничал от решительного показа Хань Ли, но, стиснув зубы, сказал: «Брат Хань, должно быть, шутит. Ты готов отказаться от всех сокровищ ради двух этих таблеток? А что, если ты откажешься от них, а мы дадим тебе приоритет при разделении остальных сокровищ? Брат Нанлун, что ты скажешь?» Маркиз Нанлун поморщился, услышав это, но вскоре горько улыбнулся и сказал: «Если брат Хань откажется от своих притязаний на духовные таблетки, то он сможет выбрать первые два сокровища». Маркиз Нанлун неохотно говорил это. В конце концов, большинство его древних сокровищ были уничтожены при нападении секты духовного призрака в долине Мауланий. Перед ним было так много древних сокровищ, что он не хотел их отпускать. Однако он знал, что эти древние духовные таблетки были для него гораздо более ценными. В этот момент на лице Хань Ли показались сомнения, словно соблазненный их предложением. При виде этого Лу Вэйн поспешно воспользовался возможностью и добавил: «Продолжительность жизни брата Ханя еще велика. Ты сможешь найти себе и другие таблетки в будущем, в то время, как нам нужны они прямо сейчас. Кроме того, древнее сокровище в твоих руках обязательно спасет твою жизнь в любых будущих битвах». Хань Ли не смог сдержать улыбку и сказал: «Кажется, что если я не откажусь от таблеток, мне будет сложно выбрать сокровища. Хорошо, поскольку вы оба настолько искренни, я согласен отдать вам духовные таблетки. Мне также не нужны два древних сокровища, только зеркало. Кроме того, отдайте мне технику создания древнего сокровища и руду. Я очень заинтересован в изготовлении этого инструмента». Хань Ли протянул руку и призвал фиолетовое зеркало в свою руку. Остальные на мгновение переглянулись между собой и быстро ответили: «Тогда давайте сделаем, как ты говоришь, брат Хань». Хотя они были озадачены тем, что Хань Ли захотел вместо древних сокровищ, они не хотели особо размышлять над этим, поскольку у них уже были древние таблетки в руках. Услышав их, Хань Ли кивнул со спокойным выражением на лице и убрал зеркало по вспышке света. Затем он взмахнул рукавом и поднял нефритовую коробку, а также руду в облаке зеленого света, и в следующее мгновение они исчезли из поля зрения. Глава 823. Проклятые кровавые врата. Маркиз Наньлун и Лу Вэйн взяли по бутылке с таблеткой и убрали в свои сумки для хранения. После этого все трое взглянули на два оставшихся древних сокровища. Оказалось, что делить их между собой было довольно неловко. Пока маркиз и старик колебались, Хань Ли моргнул и улыбнулся. «У меня нет недостатка в древних сокровищах, так что если у вас двоих достаточно духовных камней, я могу продать вам их. Что скажете?» «Мы с уважением примем скромное предложение Хань Ли. У меня с собой много духовных камней», — Лу Вэйн быстро согласился. В конце концов, древние сокровища сложно было купить. Маркизу Наньлун особенно не хватало древних сокровищ, и он с радостью согласился на предложение Хань Ли. Они быстро собрали воедино почти все свои духовные камни и передали их Хань Ли, в результате чего все остались довольны. Увидев, как они забрали два оставшихся древних сокровища, Хань Ли небрежно махнул рукой и призвал к себе лазурную мантию из шелкопряда, а затем убрал к себе в сумку для хранения. Двое других мельком взглянули на него, поскольку Хань Ли отдал им два древних сокровища, они оставили этот вопрос без внимания. Хотя мантия была довольно редкой, они не нуждались в его использовании. Разделив сокровища, они стали собирать траву, которая росла рядом с лавой. Каждому из них досталось несколько стеблей. Духовная трава встречалась редко, потому что она могла расти в таких суровых условиях. Кажется, это была золотая яньская трава, высокоранговый материал, используемый для изготовления духовных таблеток огненного элемента. Поскольку в пещере больше не осталось ничего, что могло бы заинтересовать их, они собрались на каменной платформе и обсудили свои планы. Хань Ли сказал первым: «Поскольку я получил сокровище, я планирую покинуть глубины долины и вернуться тем путем, которым пришел. Вы со мной?» Маркиз Наньлун усмехнулся и сказал: «Даосист Хань, должно быть, шутит. Брат Лу и мне удалось войти в долину с большим трудом. Мы не можем вернуться так скоро. Почему ты так торопишься?» Хань Ли ответил обычным тоном: «Ничего удивительного. Я уже получил сокровище и не хочу рисковать. Мне предстоит долгий путь культивации, поэтому я не заинтересован в том, чтобы оставаться в таком опасном районе». Лу Вэйн улыбнулся и сказал: «Хе-хе.
Не думал, что брат Хань так беспокоится о своем будущем. Жаль, что мы можем вернуться вместе, так что ты можешь покинуть долину первым. Хань Ли удивился и спросил, покинуть долину первым? Если я уйду с Иньянским кольцом, то как вы двое пройдете через эссенцию света Великого Севера? Маркиз Наньлун быстро ответил, брат Хан не должен беспокоиться об этом, мы все предусмотрели. Во время своего пребывания здесь мастер Цань Кун обнаружил транспортную формацию в глубинах долины. Однако, она довольно далеко отсюда, поэтому тебе будет быстрее вернуться тем же путем, которым мы пришли. Я бы сказал тебе об этом раньше, если бы он был ближе. Хань Ли слегка изменился в лице, но затем кивнул со словами «Вот как». Тогда я вынужден попрощаться с вами. Надеюсь, что вы соберете богатый урожай. Услышав, что Хань Ли прощается с ними, маркиз Наньлун и Лу Вэйн поспешно ответили ему. Большое спасибо за твои добрые слова, брат Хань. Доброго пути. Хань Ли улыбнулся и взглянул на кристаллические кости, а затем вылетел из пещеры в виде полоски лазурного света, исчезнув в мгновение ока. Когда Лу Вэйн увидел, что Хань Ли исчез из поля зрения, улыбка исчезла с его лица. Маркиз Наньлун хлопнул по сумке для хранения и выпустил несколько маленьких золотых птиц, летающих иволк, которые тут же покинули пещеру в виде золотых полосок света. Маркиз Наньлун закрыл глаза, словно что-то проверяя. При виде этого Лу Вэйн вскинул брови, но молча ждал. Спустя небольшой промежуток времени глаза маркиза Наньлуна зашевелились, и он открыл их со словами «Хань Ли действительно ушел. По крайней мере, его нет рядом с нами». Пресносущие летающие иволги осмотрели область в 5 километрах вокруг нас и не нашли его следов. Лу Вэйн нахмурился и спросил, «Ты же говорил, что у него мощное духовное чутье. Разве он не смог бы скрыться от тебя?» Маркиз Наньлун почесал себя по подбородку и со странным выражением лица сказал, «Расслабься. Если бы он действительно скрыл себя, то он определенно не смог бы спрятаться от меня. Однако я не могу сказать тебе, откуда я это знаю». Лу Вэйн несколько скептически отнесся к уверенности маркиза Наньлуна, но, немного подумав, он сделал жест заклинания и активировал вокруг себя небольшой световой барьер. Маркиз Наньлун улыбнулся, но, казалось, он был недоволен этим. Активировав барьер, Лу Вэйн сказал, «Лишняя осторожность никогда не помешает. Нам никогда не удавалось понять, о чем думал Хань Ли, брат Наньлун. Кроме того, он выглядит очень таинственным. Ты не думаешь, что в его взгляде на скелет было нечто странное?» Маркиз Наньлун покачал головой и сказал, «Брат Лу, ты слишком подозрителен. Несмотря на то, что этот малыш Хань обладает огромными способностями, он не мог знать тайну этих костей. Должно быть, он случайно взглянул на них. Скелет выглядит необычно, так что любой бы взглянул на него». Немного подумав, Лу Вэйн сказал, «Неважно, знает он или нет, правда то, что он не хотел оставаться здесь с нами. Возможно, он считает, что с его способностями он сможет искать сокровища в долине в одиночку. Тогда, если он нам не мешает, все, что мы можем сделать, это быть более осторожными, учитывая, что он, возможно, не покинул долину. Поскольку прошло слишком много времени, мы должны действовать быстро». Маркиз Наньлун вздохнул и сказал, согласно записям, оставленным мастером Цань Куном, древний скелет культиватора является ключом к разрушению проклятых кровавых врат. Поскольку ворота запечатаны таким мощным ограничительным заклинанием, это, очевидно, немаловажное дело. В древние времена проклятые кровавые врата были хранилищем фантастических сокровищ. Кристаллические кости мертвого культиватора — знак того, что он однажды открывал ворота. То, что мастер Цань Кун не смог приобрести их, это большое удобство для нас. Лу Вэйн продолжил, однако сокровища, которые мы приобрели, не такие ценные, как те, что хранятся за проклятыми кровавыми вратами, так что нам нужно торопиться. Хотя проклятые кровавые врата неподалеку от нас, чем быстрее мы приобретем сокровища, тем лучше. Ты дело говоришь, нам пора. Я с нетерпением жду возможности увидеть предметы за проклятыми кровавыми воротами. Если бы мастер Цань Кун не обнаружил останки культиватора возле проклятых кровавых врат, у нас не было бы шансов открыть их. Те, кто установил на ворота ограничительные заклинания в прошлом, не могли находиться слишком далеко от них. Однако странно то, как они погибли. Кажется, с этими древними культиваторами что-то случилось. Меня не интересует, что с ними случилось в прошлом. Вперед, брат Наньлун. Вскоре двое покинули пещеру и полетели к неизвестному проходу в гигантской горе. В этот момент Хань Ли находился в 50 километрах от них и возвращался во внешнюю долину. Внезапно раздался голос Серебряной Луны: «Мастер, вы действительно уходите. Эти двое явно что-то скрывают от вас. В этом скелете есть что-то странное». Хань Ли ответил: «Конечно, я знаю это.
Скорее всего, это как-то связано с другими сокровищами. Я бы мог поддаться искушению, но у меня есть кое-что более важное — фрукт духовного роста. Кроме того, в долине есть и другие сокровища, которые я использую. Поскольку мы слишком сильно отстали от секты Духовного Призрака, я не могу участвовать в планах Маркиза Нанлуна и Лувейна. Кажется, что в долине падения демонов нет других сокровищ, которые были бы так же ценны для мастера, так же, как фрукт духовного роста. Однако почему вы забрали лазурную мантию из шелкопряда? Я не верю, что мастер действительно нуждается в этом предмете. Ханьли улыбнулся, услышав это. Хех. Ну, я уверен, что эти двое тоже не знают, почему я взял его. Серебряная луна озадаченно спросила: «Мастер, что вы имеете в виду?» Ханьли не ответил, а вместо этого похлопал по своей сумке для хранения. Во вспышке зеленого света в его руке появилась шелковая мантия. Ханьли с треском легко надорвал уголок халата. Серебряная луна воскликнула при виде этого. В обрывке можно было увидеть небольшую ткань, исписанную очень грубыми, примитивными символами. Затем Ханли убрал лазурную мантию и начал внимательно осматривать ткань. Пока Ханли изучал предмет, серебряная луна также смогла его увидеть. Внезапно она вскрикнула от удивления. Кажется, это карта долины падения демонов. Сохраняя молчание, Ханли увидел несколько больших символов на карте и невольно прищурился. Глава 824. Глубокий ров. Изучая карту, Ханли увидел, как примерно выглядит долина падения демонов. Однако, на карте было несколько отмеченных областей с подробным описанием этих участков долины, а также близлежащие топографии отмеченных мест. Ханли смог определить свою позицию в отношении выделенных областей, но он был слишком далеко от них и не был уверен в опасностях впереди. Пробормотав про себя, Ханли убрал карту и покачал головой. Он знал, что в карте наверняка были свои секреты, но он не мог позволить себе отвлекаться на нее, пока не получил фрукт духовного роста. Казалось, для него он имел большое значение. Серебряная луна, очевидно, догадалась, о чем он думал, и больше не сказала ни слова. Ханли поднял руку и вынул нефритовую коробку, которую только что приобрел, а затем положить ее в бамбуковую трубочку, которую он носил на спине, и сказал равнодушным тоном: «Многие материалы, необходимые для изготовления веера семи огней, уже давно исчезли. Возможно, старший сможет найти замену в нынешнем мире культивации с его знанием эквивалентов материалов. Если я действительно смогу изготовить это сокровище, я буду чтить тебя как великого мастера». Спустя небольшой промежуток времени монарх расщепления души холодно рассмеялся и ответил: «Малыш, ты думаешь, что я идиот? Хотя я очень интересуюсь божественными духовными сокровищами, я не собираюсь просто так исследовать технику его создания. Ты думаешь, я стану делать это ради простой похвалы?» Ханли не был удивлен такому ответу и просто сказал: «Божественное духовное сокровище трудно изготовить. Я знаю, что ты в курсе о эквивалентных материалах, я не уверен, действительно ли ты сможешь сделать это. Но если тебе удастся, я приложу все усилия, чтобы выполнить любые твои просьбы. Что скажешь?» Услышав это, монарх расщепления души холодно фыркнул и сказал: «В прошлом я нашел несколько материалов для божественных духовных сокровищ в развалинах древних культиваторов и узнал об этих сокровищах, которые бросали вызов всем смертным сокровищам. Поскольку эти сокровища почитали древние культиваторы, мне стало очень любопытно, и я обратил на них особое внимание. К сожалению, было слишком мало информации о божественных духовных сокровищах, и я не смог добиться никакого результата. Теперь, когда я не живой, но и не мертвый, я не хочу тратить свои оставшиеся годы жизни на то, что не смогу сделать. Более того, я поищу несколько альтернативных материалов и вовсе не собираюсь делать что-то столь же сложное, как создание новой техники для их закаливания. Когда я закончу, не забудь про свои слова». «Хорошо. Я согласен», — с сияющей улыбкой сказал Ханли. Поскольку в его распоряжении был гений, который основал технику великого развития, Ханли не хотел упускать эту возможность. Хотя он уже обладал другим божественным духовным сокровищем, небесным котлом, он все еще не знал, сможет ли он его использовать. Кроме того, божественные духовные сокровища были небесным предметами, так что чем больше, тем лучше. После этого монарх расщепления души замолчал, возможно, уже изучая технику внутри нефритовой коробки. Свет вокруг Ханли ярко засверкал, и он полетел вперед с еще большей скоростью. В горе, где находилось гнездо летающих фиолетовых скорпионов, маркиз Наньлун и Лувейн путешествовали под землей в незнакомом туннеле. Там было темно до такой степени, что они могли видеть только на 10 метров впереди себя, несмотря на их мощный уровень культивации. Лувейн шел в 3 метрах от маркиза Наньлуна и вдруг сказал: «Брат Наньлун,
я не думал, что под лавой может быть такое холодное и влажное место. Теперь я еще больше убежден, что проклятые кровавые врата здесь. Маркиз Наньлун улыбнулся и сказал: «А ты разве сомневался в этом? Ты должен знать, что проклятые кровавые врата даже не упоминались в записях мастера Цанькуна, которые он оставил, иначе бы секта духовного призрака уже была здесь. Кровавые проклятые врата были секретом, который передавался только среди потомков мастера Цанькуна». Прищурившись, Лу Вэйн улыбнулся и сказал: «Но если бы не тот факт, что тебе была нужна сила 2 культиваторов зарождающейся души, чтобы открыть врата, ты, возможно, не взял бы меня с собой». Маркиз Наньлун усмехнулся и сказал: «Брат Лу, должно быть, шутит. Мы дружим с тобой много лет, нет ничего удивительного, что я позвал тебя с собой. Иначе зачем бы я стал скрывать это от малыша Ханя?» Услышав это, Лу Вэйн тактично сменил тему и сказал: «Тогда я должен поблагодарить тебя за твою доброту, брат Наньлун». Поскольку только оба искали сокровища, логичным было несколько настороженно относиться друг к другу. Предупредив маркиза Наньлуна о своих подозрениях, Лу Вэйн надеялся, что так ему удастся избежать любых неожиданностей. В конце концов, сражаться на такой незнакомой и опасной территории он не хотел. Маркиз Наньлун понимал, что делает Лу Вэйн, и усмехнулся, сохраняя спокойное выражение лица. Они молчали, продолжая идти по коридору, и в конце концов увидели слабый свет впереди. Они обрадовались и сразу же ускорились, попав в просторную пещеру. В пещере, шириной более 300 метров, свисали с потолка метровые сталактиты, сверкающие белым светом. В центре пещеры был темно-зеленый ров шириной 30 метров, но кроме его изумрудного цвета, в нем не было ничего особенного. Обнаружив, что поблизости нет никаких ограничений, Лу Вэйн невольно спросил: «Проклятые кровавые врата действительно здесь?» Видя, что Лу Вэйн уже не был так уверен в существовании врат, маркиз Наньлун взглянул на него с таинственной улыбкой и сказал: «Без сомнений, это здесь». Поскольку проклятые кровавые врата являются важной областью, мастер Цанькун скрыл эту область, прежде чем уйти. Сказав это, он перевел взгляд на ров в центре пещеры. Лу Вэйн повернулся к нему и стал осматривать бассейн. В этот момент маркиз Наньлун взмахнул рукавом и вынул маленький синий флаг. Как только флаг вылетел у него из рукава, он бесследно исчез в бассейне. После этого маркиз Наньлун сделал жест заклинания и начал бормотать. Спокойная поверхность рва внезапно начала пульсировать и медленно вращаться. Постепенно в центре рва появился огромный водоворот, который гудел на всю пещеру. Флаг разделения воды. «Я не думал, что у брата Наньлуна есть такое редкое сокровище», — с удивлением сказал Лу Вэйн. Маркиз Наньлун покачал головой и сказал: «В нем нет ничего особенного. Помимо разделения воды, у него нет других способностей». Затем он произнес заклинание, взмахнул руками и ударил по водовороту. Ров вырос до 10 метров в ширину, а затем создал проход перед ними. Не говоря ни слова, маркиз Наньлун влетел прямо в воду. Лу Вэйн секунду помедлил, а затем последовал за ним. Мгновение спустя выражение лица Лу Вэйн побледнело. Ров был не просто глубоким, он был невероятно глубоким. Он уже пролетел вниз около километра, но конца ему не было видно. Взглянув наверх, он увидел пятнышко света и слабо почувствовал страх перед толщей воды. К счастью, пройдя еще 300 метров, он увидел, что маркиз Наньлун неожиданно замедлился. Они, наконец, достигли дна рва. Лу Вэйн почувствовал некоторое облегчение и уплыл вниз, отводя свет, который окружал его. Дно рва представляло собой круглую зону шириной более 30 метров, которая была даже больше, чем поверхность рва. Флаг разделения воды был установлен посреди каменного пола и светился синим светом. Вокруг него стояла высокая темно-зеленая стена воды, которая доходила до поверхности рва. Лу Вэйн огляделся по сторонам и нахмурился: проклятые кровавые врата хорошо спрятаны. Никто бы не подумал опуститься на километровую глубину в ров. Однако, как мастер Цанькун смог найти их? У мастера Цанькуна было невероятно мощное духовное чутье, поэтому, вероятно, что он просто смог погрузить его в ров. Слова маркиза Наньлуна звучали не очень уверенно. Кажется, раньше он об этом не думал, поэтому чувствовал себя немного растерянным. Такое могло быть. Лу Вэйн погладил себя по подбородку, но его взгляд дрогнул. Маркиз Наньлун на мгновение пробормотал про себя, а затем покачал головой и решил отбросить мысли об этом. Затем он хлопнул по сумке для хранения и вызвал в руку белый нефритовый кулон. Как только он выпустил нефритовый кулон, он начал вращаться вокруг них двоих. Маркиз Наньлун сделал жест заклинания руками, выпустив на кулон разноцветные полоски света. Кулон аккуратно впитал их и вскоре засветился ослепительным белым светом. Он остановился перед барьером воды, а затем издал крик парящего феникса. Маркиз Наньлун поднял руку и указал на нефритовый кулон.
Кулон дрогнул и выпустил туман белого света. В тот момент, когда туман белого света прошел через водный барьер, произошло нечто необычное. Свет столкнулся с водной гладью и разделился на части, искажая изображение. Как только свет разделился, на его месте появились арочные каменные ворота высотой в 10 метров, которые искрились алым светом на поверхности. На вершине каменных ворот была изображена огромная рогатая голова призрака, занимая большую часть поверхности ворот. Она выглядела довольно реалистичной и злобной. Это проклятые кровавые врата. Лувейн погладил подбородок, глядя на них. По какой-то причине он внезапно почувствовал волну страха, увидев эти ворота. Глава 825. Духовный эфирный сад. Маркиз Наньлун задумчиво посмотрел на каменные ворота, а затем сказал: «Да, это проклятые кровавые врата». Лувейн на мгновение посмотрел на него и тревожно спросил: «Кровавая ци на воротах, кажется, обладает мощной дьявольской природой. Не возникнут ли с этим проблемы?» Маркиз Наньлун повернулся и взглянул на Лувейна со словами: «Врата были запечатаны древними культиваторами, используя сущность крови. Конечно, они будут отличаться от обычных ограничительных заклинаний. Неужели брат Лу хочет повернуть назад?» Лувейн покачал головой и торжественно сказал: «Повернуть назад. Мы зашли так далеко, как я могу сделать что-то настолько глупое? Но нам все равно следует быть осторожными». Немного подумав, маркиз Наньлун сказал: «Это разумно. От ворот им не дискомфортно. Давай сначала установим несколько ограничительных заклинаний снаружи. В случае чего, мы сможем сбежать. Что скажешь?» «Хорошо, давай так и сделаем», Лувейн быстро согласился. Затем маркиз Наньлун и Лувейн достали несколько инструментов для создания ограничительной формации и стали размещать их на дне рва. В то время, как маркиз Наньлун и Лувейн готовились к открытию проклятых кровавых врат, группа людей медленно поднималась по огромной черной каменной горе в другом районе долины. Их возглавлял культиватор среднего возраста со строгим лицом, а рядом с ним шел старик в лазурной одежде. Это были Ван Тяньшин и Вэйвуэ. Ван Тиньгу следовал за ними на расстоянии 3 метров. Помимо них шли еще 4 культиватора формирования ядра секты духовного призрака. Ван Тиньгу взглянул на красный туман впереди и пробормотал: «Это забытая земля, кажется, действительно проклятая. Даже в отдаленных районах каждые 50 километров встречаются ограничительные заклинания. Мы не можем пролетать более 10 метров за раз». Ван Тяньшин спокойно ответил: «Чем больше ограничительных заклинаний в районе, тем больше это доказывает, что мы находимся в нужном месте. Если бы мы были древними культиваторами, мы бы тоже установили ограничительные заклинания, которые, скорее всего, демотивировали бы других культиваторов идти по этому пути. В конце концов, чтобы добраться до сюда, нужно идти, как минимум, день пешком». Ван Тиньгу наигранно усмехнулся: «Потратив на это столько усилий, я, конечно, надеюсь, что мы пришли в правильное место. По дороге сюда мы уже потеряли 3 учеников». В этот момент Вэйвуэ взглянул на вершину горы и спокойно сказал: «После того, как мы вошли вглубь долины, мы шли 3 дня. Не говори мне, что нам придется идти еще несколько дней, прежде чем мы дойдем до места». Ван Тяньшин не осмелился пренебрегать Вэйвуэ и тут же ответил: «Будь спокоен, господин Даосиствей. Мы будем на месте, как только пересечем эту гору. Как только мы сделаем это, наша секта духовного призрака станет величайшей сектой дьявольского Да в небесном южном регионе, а господин Даосист совершит прорыв на стадию божественной трансформации. Это вопрос времени». Вэйвуэ замолчал на мгновение, а затем насмешливо фыркнул: «Честно говоря, я не особо верю в легенду о духовном эфирном саде. Скорее всего, это ложные слухи, распространенные древними культиваторами. Если бы существовало такое место, которое связывало духовный мир с нашим, его бы давно нашли. Как оно могло сохраниться в тайне до сих пор?» Ван Тяньшин не удивился этому вопросу, но вместо этого полюбопытствовал: «Раз брат Вэй не верит в это, тогда почему ты принял наше приглашение?» Вэйвуэ ответил прямо: «Похоже, брат Ван мобилизовал половину элиты своей секты ради этого, а значит, у тебя есть большая уверенность в этом путешествии в долину падения демонов. Даже если мы не найдем духовный эфирный сад, мы все равно сможем найти древнюю секретную область для культивации. Поскольку я знал это, я согласился позволить тебе воспользоваться поддержкой моей репутации и подавить других культиваторов в долине, но компенсация за это должна быть весьма щедрой». Мастер секты духовного призрака взревела от смеха и сказал: «Брат Вэй очень хитрый. Однако ты все неправильно понял. Моя секта потратила столько сил, чтобы по-настоящему отправиться в духовный эфирный сад. Духовный эфирный сад не просто слух. Долина падения демонов была создана древними культиваторами с единственной целью — защитить духовный эфирный сад.
Как только мы пересечем эту гору, через 6 часов ты сможешь увидеть все своими глазами. Когда мы откроем путь к другое измерение, в котором он находится, нам потребуется большая часть силы господина Даосиста Вэя». Услышав это, Вэйвуя был взволнован и удивлен. «Раз ты говоришь об этом с такой уверенностью, значит, у тебя есть доказательства того, что духовный эфирный сад существует». «Так и есть. Наша секта уверена, что духовный эфирный сад существует. Что касается доказательств, брат Вэй узнает о них, когда мы туда доберемся», с таинственным выражением на лице проговорил мужчина средних лет. Несмотря на то, что он был культиватором на ранней стадии зарождающейся души, от его уверенного характера Вэйвуя чувствовал себя неловко. Вэйвуя холодно кивнул. Какими бы экстравагантными ни были слова мастера секты духовного призрака, Вэйвуя мог верить только своим глазам, а до тех пор сохранял скептицизм. Конечно, он не стал говорить об этом вслух, а вместо этого просто улыбнулся и сменил тему. «После того, как старейшина твоей секты вошел в долину, у него были свои дела. С тех прошло много времени, ты не мог бы рассказать мне о его местонахождении? Кажется, он не такой, как другие культиваторы. Разумеется, твоя секта не стала бы отправлять старейшину средней стадии зарождающейся души в долину падения демонов на отдых». Ван Тяньшин, похоже, не возражал против его вопроса и небрежно ответил: «Брат Вэй, должно быть, шутит. Я не стану скрывать это от тебя». Старейшина Чжун был послан собирать сокровища в другом секретном районе долины. Конечно, хотя это сокровище довольно ценное, оно не настолько важно, как духовный эфирный сад. Услышав это, Вэйвуя засмеялся и не стал больше расспрашивать. Дальше все продолжили путешествие в полной тишине. Посреди грубых камней 7 учеников секты духовного призрака продолжали свои поиски. Старейшина секты духовного призрака Чжун висел в воздухе, совершенно неподвижно. Хотя его духовное чутье с легкостью могло хватить пустыню на десятки километров вокруг, ему нужно было найти определенную отметку, которую можно найти только кропотливыми усилиями. Поэтому он подавил свое нетерпение и послал учеников под своим командованием обыскивать камни. В другом районе долины из оврага эхом доносились раскаты грома и сверкал радужный свет. После вспышек молний и грома в радужном свете появилась группа культиваторов. Их возглавили старик в зеленой мантии и старый даосист. Хотя эти двое, похоже, не получили никаких травм, выглядели они довольно жалко. У обоих было пепельное лицо, а одежда их была потрепанной. Это были даосист Небесный Кристалл и Дун Мэнту, великий старейшина секты контроля нал призраками. Остальные 5 культиваторов в зеленых одеждах шли в такой же растрепанной одежде позади них. Цвет их лица также был бледным, а вид изможденным. На 2 злобных марионетках, напротив, не было никаких повреждений. Пролетев за 100 метров, Дун Мэнту повернулся и взглянул на овраг позади себя, а затем на 2 злобных марионеток. Наконец мы прорвались через барьер и вошли вглубь долины. Не думал, что 2 марионетки господина даосиста Небесного Кристалла смогут сравниться с силой культиваторов на ранней стадии зарождающейся души. «Я тебе завидую». Услышав это, даосист Небесный Кристалл сказал: «Куклы — это просто куклы. Независимо от того, насколько они сильны, как они могут сравниться с твоими подчиненными. Я уверен, что благодаря их элементным методам они смогут противостоять даже культиватору на поздней стадии зарождающейся души». Даосист Небесный Кристалл явно настороженно относился к Дун Мэнту. Как только они покинули овраг, он держался от него на расстоянии. Его марионетки стояли позади него, сверкая разноцветным светом. Лицо Дун Мэнту стало мрачным при виде этого, но он ответил с кривой улыбкой: «Неужели господин даосист Небесный Кристалл до сих настороженно относится ко мне? Последние 2 дня мы вместе работали, чтобы пробить ограничительное заклинание. Тебе ни в чем меня подозревать. Может, нам стоит объединиться для поиска сокровищ. Это будет гораздо безопаснее, чем путешествовать в одиночку. Брат Дунман, я ничего не имею против тебя. Просто мне нравится быть одному, не стоит предлагать мне объединиться снова. Поскольку мы уже вошли вглубь долины, мы должны расстаться». Сказав это, даосист Небесный Кристалл усмехнулся и попрощался с Дун Мэнту. Однако он не сдвинулся с места, а продолжил настороженно смотреть на него. Когда Дун Мэнту увидел это, он на мгновение нахмурился, а потом улыбнулся. «Раз так, я не стану тебя заставлять. Расходимся здесь. Надеюсь, тебя ждет большая удача». «Хех. Тебе тоже желаю удачи». Выражение лица даосиста Небесного Кристалла смягчилось, и он направился вслед за своими марионетками. Наблюдая за тем, как он удалялся, лицо Дун Мэнту становилось угрюмым. Дун Мэнту вдохнул раздраженно. Этот старый призрак действительно слишком осторожен. Все эти 2 дня был начеку.
С этими двумя марионетками было бы намного безопаснее исследовать глубины долины. Затем он оглянулся и похлопал по своей сумке хранения духовных зверей. С порывом ветра перед ним появилась сверкающая серебряная летучая мышь. Дунмэн Ту, взмахнув рукой, бросил ей в рот черную лекарственную таблетку. Летучая мышь взмахнула крыльями и улетела в небо. Глядя на это, Дунмэн Ту поспешно призвал 5 культиваторов и повел их вперед. В мгновение ока все они исчезли из поля зрения.